Мультипоты традиционно играются более честно, чем обычные банки на 2 участника. Естественно, ведь при большем числе оппонентов выше шанс, что кто-то зацепится за действительно сильную комбинацию. Но что если из-за формата соревнования в каждой раздаче обычно минимум 3-4 соперника? Какие руки в таком случае выбирать для того, чтобы идти с ними до конца? С вами Академия покера. В очередном выпуске новой рубрики «Что было дальше» мы поучаствуем в раздаче, сыгранной за столом со ставками $25-50. Подпишитесь на канал, чтобы первыми смотреть наши новые видео. Уровень ставок не настолько высок, как в других соревнованиях с трансляциями из казино Hustler, однако это формально NL 5000, очень даже хай-роллерский лимит. И это если не вспоминать про очень глубокие стейки. Среди известных постоянным зрителям участников актер Дилан Флешнер. Естественно, от работника киноиндустрии никто не ждет высокого уровня. Однако наблюдать за ним интересно, и вовсе не из-за невероятных тактических приемов. Дилан уже который месяц находится в жестком даунстрике, который стоил ему почти $500 000 от пика. Иногда на него просто тяжело смотреть. Несмотря на профессию, он никак не может замаскировать боль и отчаяние, которые он испытывает после каждого бэтбита и кулера, снова и снова отдавая стэк оппоненту. Дилан даже вынужденно спустился по ставкам, но и это не спасло его банкролл, так как неудачи продолжаются. Проверь свой уровень игры в покер. Получай новый контент раньше всех. Уникальные бонусы для покеристов. Все это в нашем телеграм-боте. Также ты сможешь записаться на пробное занятие в Академию покера и достичь результатов, как наши ученики. Ссылка на бота уже в комментариях под видео. Впрочем, за столом нет регуляров. Весь состав любители, ставящие удачу выше стратегии. Тем интереснее за ними наблюдать. Итак, в раздачу лимпом входит Майк Ни с разномастными 4-3. За ним единственная девушка – Бритни. Ее руку мы пока не знаем. Она открывается до $400. Ее поддерживают Виктор с одномастным коннектором 7-6 и Рэнди Седлер по прозвищу Трикоин с разномастными тузом и дамой. Мягко говоря, плохой ход. Это топовая рука для 3-бета. 2 мощных блокера выдавливают из банка множество рук, но что важнее, Ре-рейз препятствует образованию мультипота. Руки вроде туз-король, туз-дама очень не любят банки на много участников, так как их главная ценность в попадании в топ-пары. А такие комбинации не слишком сильны в мультипотах. Ну да ладно, точно такой же стартер у Дилана на баттоне. Уж он-то не собирается упускать шанс на повышение. Сквиз до $2200. И сайзинг подобран хорошо. X-Trick Open Razor плюс колеры и лимпер. Похоже, актер прогрессирует. Раньше он часто грешил слабыми действиями и мелкими сайзингами. Туз-король и туз-дама. Это полублефные комбинации, с которыми игрок всегда рад увидеть фолды оппонентов. Как альтернатива, доска с тузом в случае, если кто-то решит закалировать, также приятно для розыгрыша. Как раз в этом русле двигается раздача. Калируют сразу Бритни, Виктор и Трикоин. Мультипот на 4 участника. Увы, свою главную функцию туз-дама и Дилана не выполнили. Впрочем, дилер не дает повода грустить. На флопе туз, десятка и двойка радугой. Естественно, в подобных соревнованиях Дилан может исключить из диапазонов всех соперников туз-королем. Эта рука была бы в 4-бете. То есть борт довольно сухой, без флеш-дро и прямых стритов. Бритни чекает, Виктор тоже. Ход за Трикоином на хайджеке. Очевидно, по умолчанию он должен чекать, так как вышедшая текстура подходит агрессору, у которого есть в том числе биг-слики. Но Трикоин – настоящее украшение казино Hustler. Откровенный маньяк-телефон, за 46 сессий заливший $600 000 на не самых высоких для казино ставках, в среднем $100-200. Он видит у себя топ-пару с неплохим кикером и тут же заряжает all-in 7800, в банк почти 9000. Стоит ли говорить, что это ужасная игра? В теории мультипоты – отличные споты для донк-бета с сильными сочетаниями, но не в подобной ситуации, когда префлоп-агрессор просто обязан ставить конт-бет. Своим донком Трикоин выбивает все руки слабее и изолируется против раскладов сильнее. Впрочем, не факт, что любитель вообще знает термины донк-бет и изоляция. Дилан в позиции. Итак, что было дальше? Дилан калирует и после кола еще одного оппонента ставит на терне. Дилан пушит на флопе. Дилан калирует, но получает пуш от соперника за спиной и фолдит. Дилан калирует, получает пуш от соперника за спиной и калирует.
Как бы вы поступили в данной ситуации? Пишите ваши решения в комментариях. Для начала, есть ли у Дилана смысл пушить на флопе? Естественно, нет. Он не против собрать дополнительное value, если кто-то из соперников на ранних позициях закалирует. Правда, актер в тильте. Не стоит забывать про его даунстрик. Он запросто может бояться, что оппонент доедет в допер или что-то посильнее. А теперь узнаем, что было дальше. Действительно, Дилан не теряет самообладание и калирует вместо пуша. И это последнее обдуманное решение в этой раздаче. Ход возвращается к Бритни, которая заряжает all-in до 40 тысяч. Их стеки приблизительно равны. То есть Дилан должен добавить в банк еще 33 тысячи. Флешнер задумывается. Можно себе представить его мысли. Вряд ли он размышляет о диапазонах. Скорее всего, все крутится вокруг фраз вроде «Да вы издеваетесь?» и «Что опять? Да не может же этого быть!». Всем регулярам, склонным к тильту, знакомо это ощущение. Рука сама тянется к кнопке фолда, так как у соперника просто нет ничего слабее его топ-пары. Но в последний момент внутренний демон снова решает проверить. Ну просто чтобы убедиться и дать повод снова пожалеть себя. Именно так и поступает Дилан. Бритни показывает сет десяток. С учетом того, что у актера и Трикоина одинаковые руки, блокирующие друг другу ауты, шансов отскочить у Флешнера практически нет. Две крутки не спасают. И стоит посмотреть на лицо бедолаги, когда он узнает комбинацию Бритни. Однако покерный стол не место для жалости. Эмоции в игре приветствуются, но они не должны влиять на решение. И в очередных потерянных 40 тысячах винить он может только себя. Достаточно было всего лишь подумать, а что слабее его комбинации могла показать Бритни после пуша в мультипоте на сухой доске без флеш-дро. Это должно было снять все вопросы о том, какое решение стоит принять. Здесь не нужны шансы банка, лишь строгая логика. Конечно, можно заметить, что пуш с сетом от Бритни на такой доске, мягко говоря, не лучший ход. Можно было отложить агрессию как минимум до терна. Однако это не оправдывает глупейший кол проигравшего. Все три участника сыграли не лучшим образом, но победа досталась единственной девушке за столом. Обязательно посмотрите прошлый выпуск «Что было дальше», где в главных ролях Алексей Пеняков и Жоао Виейра. Они встретились на финальной стадии турнира южнокорейского этапа серии Тритон за $150 тысяч. Поставьте лайк, если видео вам понравилось, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Пока!